Турнирный покер привлекает миллионы игроков своей особой романтикой. Кто же не хочет повторить путь Криса Манимейкера и выиграть огромные деньги, потратив совсем незначительную сумму? Только вот со временем приходит понимание, что вероятность такого молниеносного успеха настолько мала, что в текущем тысячелетии ее уже всю израсходовал только один чемпион мира 2003 года. А в реальности турнирный покер — это либо развлечение с шансом на случайную удачу, либо усердный ежедневный труд, результат которого проявляется далеко не сразу. И успех зависит в первую очередь от того, как игрок развивается и устраняет ошибки в своей стратегии. Именно о типичных ошибках в турнирном покере мы и поговорим в новом видео. С вами Академия Покера. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Беспорядочный банкролл-менеджмент. И начнем с того, в чем заключается смысл самого покера. Деньги. Нет, речь не о том, сколько можно заработать, а о том, как не потерять все. Банкролл — это неприкосновенный запас денег на игру, из которых мы оплачиваем бай-ины. И в него же мы в идеале вливаем заработанное, для того, чтобы подниматься на более высокие лимиты. А банкролл-менеджмент — это четкий поэтапный план такого подъема. Отсутствие или небрежное отношение к банкролл-менеджменту — основная причина краха огромного количества перспективных карьер. Психологически игроков можно понять. Они пытаются развить успех после крупного заноса, слишком поверив в свои силы и решив, что уж теперь-то имеют право рискнуть чуть сильнее, чем обычно. Другие в яростном отуплении идут отыграться за поражение от грязного бэтбита. Только вот в покере царит дисперсия, и она куда влиятельнее, чем любые навыки и познания. Даже если в конкретный момент времени игроку повезет, и он не потеряет дорогой для себя бай-ин, это обойдется ему куда дороже в будущем. Ведь мозг запомнит этот момент, когда риск оправдался и принес успех, а это уже очень серьезный удар по самодисциплине. Ведь игрок начинает искать повод выйти за границы и оправдать этот выход. В турнирном покере используется понятие ABI. Это среднее значение бай-инов, которые платит игрок. То есть при ABI 10 он не обязан регистрироваться исключительно в событиях по $10. Он может миксовать турниры в диапазоне от 5 до 15 или даже $20. А вот дальше подниматься не следует, пока не набьет банкролл в пару тысяч долларов. МТТ — это дисперсионная разновидность покера, ведь условно при 10 идеально сыгранных важных раздач можно угодить в кулер или бэтбит всего в одной, и игрок вылетает. Поэтому запас должен быть огромным. Профессионалы советуют поддерживать уровень в районе сотни ABI, а лучше около 200. Это позволяет без ущерба пережить сложнейшие этапы, когда в течение недель или месяцев продолжаются неудачи. Как это работает? Например, новичок добрался до ABI 5, и перешел он на него, когда накопил $400. Он выигрывает понемногу и приближается к отметке в $1000 на балансе. Именно такой уровень ему следует поддерживать для стабильности, если он не планирует расти дальше. Но он планирует. И уже на отметке $800 он собирается попробовать силы в более дорогих турнирах с ABI 10. Он выделяет 10 бай-инов нового лимита. $100. Если получится, он останется на новом уровне и будет копить до следующего. Увы, фортуна отвернулась от игрока, и он успешно залил выделенный запас. Не беда, дисциплинированно возвращаемся на ABI 5 и восстанавливаем запас, чтобы снова попробовать новый лимит. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию Покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Игнорирование или непонимание ICM. Представьте ситуацию. Вы играете крупный турнир уже много часов. И вот уже финальный стол с огромными пейджампами. Ведь вы, предположим, на серии Тритон. У вас на руках пара королей. Отличная рука, верно? У вас средний стек. За столом есть более короткие, а также и куда более крупные стеки. Итак, соперник на ранней позиции пушит с коротким стеком. Другой участник сразу за ним, чип-лидер, уравнивает. А еще один следом за вторым стеком пушит.
Итак, вы на кат-оффе и у вас третий стек. А позади есть еще несколько коротышей. И каков ваш ход? Очевидно, в кэше мы бы без раздумий запушили следом и радостно наблюдали бы за развитием ситуации. Ведь в кэше ваша задача реализовать equity. А вот в МТТ все совсем иначе. ICM, Independent Chip Model, это модель, которая переводит ваши турнирные фишки в реальные доллары на основе множества факторов. Размера стека, наличие более коротких и глубоких стеков, количество участников, близости призовой зоны или размера пейдж-джампа. Если обобщить, то основная идея модели в том, что потерянные фишки всегда дороже, чем приобретенные. А теперь вернемся к раздаче в турнире с многомиллионным главным призом. То есть каждый пейдж-джамп — это сотни тысяч долларов. У вас третий стек, при этом второй стек, который вас покрывает, уже в all-in, а чип-лидер калировал, то есть еще не сказал последнее слово и запросто может запушить. И вспоминаем, что equity руки в мультипоте плавно распределяется между всеми участниками, и даже такая рука, как тузы в all-in против двух соперников, выигрывает лишь немного чаще, чем в половине случаев. А короли под серьезным ударом. Если у кого-то из соперников есть туз, не говоря уже о возможности влететь в бэтбит. И представьте, текущая выплата, к примеру, 385 тысяч долларов, следующая 464 тысячи долларов. Но у вас-то третий стек. А за третье место платят 1 787 000. Ну как, готовы рискнуть вылетом ценой почти в 1,5 миллиона долларов? «Да ну вас, ребята», — сказала Кристен Фоксен и выбросила королей. Да, в этой ситуации оказалась именно знаменитая лисичка на финалке мейна Тритона в Чеджу. И да, насчет правильности фолда мнения до сих пор расходятся. Но если отбросить эмоции, пас с точки зрения ICM был прекрасен. Конечно, можно было покусать локти, когда на терне вышел король. Но задним умом все сильны. А вот в моменте сделать все правильно бывает трудно. Можно чуть упростить другим примером, более радикальным. Предположим, у вас второй стек в 15 ББ в 6 максе. У чип-лидера 50 ББ, а у 4 соперников по 2 блайнда. Чип-лидер пихает из ранней. Вы на баттоне с теми же карманными королями. Куда выгоднее вздохнуть и выбросить префлоп монстра и дождаться вылета коротышей, которых скоро все равно сожрут блайнды, чем вляпаться в кулер и потерять 4 позиции пейдж-джампов. А уже в хедзапе действовать от своей стратегии. Покерная стратегия строится на математических принципах и формулах. Самые важные из них мы разобрали в другом видео на канале. Обязательно посмотрите его следующим. Незнание стратегии пуш-фолда. У вас в стеке осталось 12 больших блайндов. Вы сидите на баттоне, перед вами все выбросили, а на руках король 10 одномастные. Рука красивая, выкидывать жалко. Вы делаете осторожный мин-рейс. Большой блайнд объявляет all-in. Вы со вздохом выбрасываете карты, оставляя себе 10 блайндов. Еще 2 круга такой игры, и ваш стек превратится в пыль. Поздравляем, вы только что совершили классическую ошибку, которая медленно, но верно убивает ваши результаты в турнирах. Когда ваш стек падает ниже 20 больших блайндов, обычный покер заканчивается. Здесь больше нет места лимпам, аккуратным колам или постфлопам магии. Существует только 2 законных действия – пойти ва-банк или выбросить карты в пас. В этом законе есть исключения, но их совсем мало. Почему такая стратегия работает? Потому что большинство рук совсем не рады видеть общие карты, так как чаще всего они их не усилят. Это значит, что потраченные за просмотр флопа фишки, скорее всего, пропадут, если соперник проявит активность. У нас нет шоу-даун value для колов и нет достаточного fold equity для блефов. Кто ж выбросит малейшее совпадение против коротыша, то есть нас? Если же мы идем в прямой all-in, мы реализуем чистое equity наших стартовых рук. И нам уже в принципе плевать, что там у соперников. Пусть мы угодим в кулер или уступим в монетке, но реализация есть реализация, и на постфлопе с ней все было бы куда хуже. Однако с какими руками нужно идти ва-банк? Понятно, с тузами. Не только карманными, но и с одним тузом в руке. Логично. А как быть с разномастными 8-5?
Ну мусор же, скажете вы и будете правы. Но что если с этим мусором вы на баттоне с 3 блайндами? Будем ждать руку лучше? Как ни удивительно, но лучше руки уже может и не быть. Нас за несколько раздач сожрут анте и следующие блайнды, на которых мы окажемся в авто-олыне. В том и суть, что у каждой руки своя ценность и свои условия для применения. Чем меньше у нас фишек, тем с более отчаянными руками мы идем в олын. Но это отчаяние лишь на первый взгляд. В действительности для таких ситуаций существуют чарты, рассчитанные на основе равновесия Нэша. Они отдельные для пуша и кола, и в них для каждого сочетания карт указан минимальный стек, при котором приходится использовать данную руку. Изучение этих чартов едва ли не первое, что заучивают регуляры МТТ. Потому как без их запоминания в турнирном покере делать попросту нечего. На дистанции вас раздавят более компетентные регуляры. Пусть вы даже трижды скилловее их при игре на постфлопе, но неправильный выбор рук для all-in в коротких стеках нивелирует все предыдущие достижения. Пуш-фолд — это не лотерея, это строгая математическая дисциплина. Игрок, который идеально знает чарты пуш-фолда, имеет колоссальное преимущество над полем, потому что он не тратит ментальную энергию на сомнения. Он просто штампует прибыльные решения на автомате. Перестаньте медленно раздавать стек блайндами. Скачайте чарты пуш-фолда, тренируйте диапазоны по 20 минут в день, и ваши результаты в МТТ резко пойдут вверх. Пассивность на ранних стадиях. Начало турнира у нас крепкий запас в 100 больших блайндов. Вот идет какой-то экшен, но мы не ввязываемся в сложные ситуации. Подождем руку получше. Ждем, и вот через 10 минут у нас вдруг уже 60 ББ. Как так? Анты и блайнды. Так еще и стоимость этих самых блайндов подросла. Еще 10 минут и у нас 30 ББ. А мы даже почти ничего не сыграли. А вокруг довольные соперники со стеками по 100 ББ. Ну и каковы теперь наши перспективы? Еще 10 минут и начинаем выживать в пуш-фолдах. Хорошо, что мы их после прошлого пункта все же выучили. Но стоило ли ради того, чтобы это доказать, доводить дело до критической отметки? Главная психологическая ловушка ранней стадии называется синдромом сохранения жизни. Новичкам кажется, что турнир — это марафон, где побеждает тот, кто ни разу не упал. Но покер — это марафон, где дорожное полотно под вами постоянно движется назад с ускорением. Это называется инфляцией блайндов. Сохраняя свой стартовый стек в неприкосновенности, вы физически беднеете с каждым уровнем. Если вы не увеличиваете свой стек в 2-3 раза за первые часы, структура турнира сама превратит вас в коротыша. Выжить в МТТ, просто отсиживаясь в обороне, невозможно. Чтобы дойти до финалки, вам нужно постоянно собирать фишки. И делать это проще всего именно в самом начале. Почему? Потому что в первые часы события за столами еще полно любителей, а именно за счет этой категории игроков регулярно набивают крупные стеки к финальным стадиям. Если мы пассивно наблюдаем за игрой других участников, их фишки заберет кто-то другой. И да, в этот момент мы вообще не думаем про ICM. Но как же? Ведь мы столько говорили об этой модели. Да, она важна, но на поздних стадиях. А сейчас у наших фишек банально нет ценности, которую можно было бы считать. И чем дальше, тем сильнее мы удаляемся от ICM, так как теряем шансы подобраться к призовой зоне. Кроме того, правильный подход в турнирном покере заключается не в стремлении любой ценой доползти до призовой зоны. Мы не хотим просто отбивать бай-ины, мы хотим выигрывать больше, чем вложили. Поэтому играть нужно на победу. А она легче дается тем, кто накопил достаточно фишек, чтобы доминировать над коротышами, которые испуганно ждут, пока вылетит кто-то другой. Так что лучше вылететь на ранних этапах, но иметь шанс на финальный стол, чем регулярно доползать до призов, но вылетать после бабла. А чтобы чаще попадать в ITM в покерных турнирах, запомните 6 действий из нашего прошлого видео. Недостаточный стилинг и защита блайндов. Большинство игроков в покере переживают из-за крупных раздач, проигранных коин-флипов на стек или неудачных блефов. Но главный виновник ваших неудач в турнирах абсолютно невидим. Он не забирает у вас весь стек сразу. Он ворует его по чуть-чуть, каждую минуту, каждую секунду. Многие подумают: подумаешь, отдал блайнд с плохими картами. Это же всего один блайнд. Но на дистанции эта пассивность превращается в сотни потерянных больших блайндов, которые вы могли бы использовать для давления на оппонентов. В кэш-играх блайнды — это просто плата за круг. Но в МТТ
Как только в игру вступают анте, особенно современные Big Blind анте, банк в начале каждой раздачи становится огромным. Давайте посчитаем. За столом 9 человек. Блайнды 500, 1000 плюс анте с большого блайнда 1000. До того, как кто-то открылся или залимпил, в банке уже лежит 2500 фишек. Это 2,5 больших блайнда. При этом на баттоне вы рискуете 2 блайндами, чтобы забрать 2,5. А на большом блайнде доставляете всего 1 ББ, чтобы попытаться защитить свои слепые ставки. И не забываем, что наш стек в турнире быстро тает за счет повышения стоимости блайндов, а значит, что и эффективность стилов, и рентабельность рестилов растет при продвижении по структуре события. Поэтому бороться нужно за каждый блайнд. Конечно, без фанатизма и глупых действий с мусор. Но в целом в треугольнике bottom-блайнды в МТТ экшена намного больше, чем в кэше. Используются огромные диапазоны, а малый блайнд еще и сплитует стратегию на лимпы и рейзы, что позволяет отыграть до 90% рук. Так что важные правила из этого пункта можно сформулировать так. Безжалостно воруем чужие фишки, особенно у пассивных соперников, и яростно сражаемся за свои блайнды. А о том, как начать подниматься по лимитам, мы рассказали в отдельном видео. Жмите лайк, если видео оказалось полезным для вас. Увидимся в следующем выпуске. Пока!